Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события октября 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь карты. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время, вместе поразмышляем, и какой-то пазл, возможно, для вас словно сложится, или подсказка какая-то будет интуитивная. Вот давайте, первая карта у нас будет называться «Важное событие». Выложим карты для вас, мои дорогие овны. Откроем мы их чуть позже. Вторая карта будет называться «Неожиданное событие в течение октября». То, чего, может быть, мы не ждали. Что завершится в октябре месяце для вас? Словно подведете какой-то итог. В чем? И какие двери будут открыты, или что нового войдет в вашу жизнь. Давайте такую карту мы тоже достанем. Что может помешать или чему сейчас не время? Давайте мы спросим у карт и тоже достанем карту. Или какое-то препятствие, может быть. Что будет радовать и что будет помогать в течение октября месяца? Давайте узнаем. И такую карту тоже достанем. И посмотрим по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Что будет по финансам в целом на месяц, как видят карты. Что будет в личной жизни. Давайте тоже узнаем. И совет от карт. Вот такую карту мы достанем. Может быть, это как-то объединит все предыдущие карты, но определенно какую-то подсказку мы с вами получим. Итак, важное событие в течение октября, как видят это карты. Получение денег. Вообще, эта карта, я ее называю картой эгоиста. И в одной из колод Таро так и прописано, это то, когда у нас все как и под контролем. У нас получается что-то осуществить. В первую очередь финансовые или имущественные вопросы. Может быть, это движимое, недвижимое имущество, какие-то дела вы себе наметите, и тут они идут в гору. У вас что-то, как минимум одно, получается осуществить. По девятке кубков, хоть у нас и кубки, но говорят именно о том, что мы удовлетворены тем, что у нас получается сделать что-либо для нашего благополучия. Или, повторюсь, подтекст финансовый. Поэтому в целом денежная какая-то перспектива в октябре месяце для вас хорошим знаком плюс, по крайней мере, об этом говорит карта. Или для кого-то из вас успешное решение вопроса. Здесь может быть все что угодно. У кого-то это может быть как кредит взять, да, чтобы его одобрили, на ипотеку, предположим, или согласовать что-то. Но для кого-то это может быть прибавка к жалованию или прогресс в вашем бизнесе, все что угодно. Неожиданные события, давайте мы спросим. Король мечей. Знаете, по этой карте может в неожиданностях где-то столкновение с законом или с людьми, которые отвечают за правопорядок. Хотя, может быть, мы сами вынуждены будем обратиться к адвокату или юристу, прояснить тот или иной вопрос. Или как работает закон в отношении нас. Вы можете попросту согласовывать, опять же, если какие-то имущественные вопросы, ну или любые другие вопросы. В высоких инстанциях вы можете получать подтверждение или оформлять, опять же, какие-то документы. По королю мечей идут как раз статусные люди, которые наделены мерой ответственности за свои слова или за то, что... То есть человек, который при власти, тот, который отвечает за какой-то порядок, за какую-то структуру или за оформление, повторюсь, документов. Или карта может еще и говорить в неожиданностях, может быть, о себе напомнит какой-то человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Хотя по этой карте проходят и узкие специалисты. К примеру, впереди у нас девятка кубков, и мы сказали, что вопросы, связанные, может быть, с недвижимостью. Банально у кого-то может проиграться ремонт дома даже. И мы обращаемся к узким специалистам для того, чтобы нам какой-то вопрос сделали грамотно. По карте короля мечей часто проходят люди, которые, может быть, какой-то узкой профессией обладают или могут сделать что-то правильно, хорошо, чем-то нам поспособствовать. И вот их услуги
тоже как бы нам будут полезны. У кого-то это банально может быть стоматолог, или вы будете проходить обследование. Ну, наверное, у каждого по-разному. Но энергия здесь больше про конкретику, про какую-то логику. И значит, если есть вопросы, в которых нужно что-то вроде как выяснить, то там эмоции, они нам абсолютно не нужны. Значит, нужно либо обращаться, повторяюсь, к специалистам, не додумывать вроде как самому, не собирать какую-то информацию, а проложить себе дорожку к тому человеку, который знает, как разрешить тот или иной вопрос или что делать. Ну, есть какая-то логика и никаких ненужных мыслей. Вот как будто так. Давайте мы узнаем, что завершится или что окончательно, может быть, уйдет из вашей жизни. Правда, тут что-то будет завершаться, у кого-то вопрос. Может быть, если прежде были какие-то споры в суде, как будто может подойти к финалу. Ведь у нас по королеве мечей проходит прообраз Юдифи. Как известно, один раз, наверное, 7 раз она отмерила, но один раз отрезала, так отрезала. И мы сами можем, кстати, какое-либо дело или какую-то тему вашей жизни словно прояснять, узнавать, как лучше сделать, каким образом, может быть, поступить, как это будет согласоваться с законом. И потом принимаем какое-то важное решение и буквально, как словно отрезаем, окончательно от чего-то отказываемся, но остаемся абсолютно уверены в том, что мы все сделали правильно. Действительно, тут есть возможность избавиться от какого-то балласта, от ненужных, кстати, мыслей, от каких-то сомнений. По-разному проиграется. Или это то состояние, когда мы, прежде чем разобраться с тем или иным делом, мы узнаем, как это сделать правильно, как это для нас, ну, как будто мы просчитываем, какую перспективу мы для себя можем подготовить на будущее. Мы можем перед тем, как с чем-то или с кем-то разобраться, допустим, да, если есть такой вопрос во взаимоотношениях, мы тоже какую-то ситуацию словно немножко проиграем наперед. Может быть, узнаем, как в отношении нас будет работать закон, или, ну, как будто подстраховываемся, и после этого окончательный словно вердикт можем совершить. Вот здесь действительно что-то завершить, и я бы сказала, красиво завершить, когда все согласовано, и остаться довольным или остаться с каким-то плюсом финансовым. У кого-то так проиграется. Давайте мы с вами спросим, какие же двери будут открыты или что нового войдет в октябре в вашу жизнь. Уверенность, мои дорогие, реализация какого-то проекта. У кого-то вопросы дома, жилища действительно проиграются, когда мы улучшаем комфортность. Мы что-то для себя делаем со знаком плюс, может быть, встанут на повестку дня. И для кого-то из вас вопросы и вашего здоровья иногда такое проигрывается. В каком плане? Вопросы нашего больше имиджа проходят по карте королева Пентаклей, но для нее здоровье важно в том ракурсе, что должно хватить сил. Когда мы что-то делаем для профилактики, у кого-то тоже так проиграется. Пройти, правда, обследование вы можете. Или мы улучшаем внешний вид. Может быть, кто-то из вас надумает. Оперативное лечение, сказала бы даже так. Я не могу сказать, что очень подходящий период, поскольку у нас до конца года две планеты в ретро-движении, как Уран, так и Юпитер. Но кто знает, может быть, что-то у вас запланировано. Или даже, если мы говорим косметические какие-то операции, в плане как красоты, да, может быть, это необходимость, иногда какая-то трансплантология или коррекция такая косметическая бывает, правда, тоже необходима, и вы будете этим заниматься. Я так думаю, что это для небольшого количества, но здесь словно вы будете выверять что-то, высчитывать, на что-то решаться, сравнивать до и после, или если я предприму одни действия, что получу, или если я пойду каким-то другим путем, каков будет результат. Правда, больше логики просчета, и где-то это характеристика октября для вас. Но в итоге у вас действительно получится что-то важное осуществить, мои дорогие овны, и чего бы это ни касалось, будь то здоровье, уже давайте подведем итог, будь то вашего бизнеса или принятие решений, когда мы что-то согласуем
через юристов, адвокатов, или, может быть, это были разбирательства в суде. Здесь тоже словно какой-то итог мы окончательно можем подвести. В целом улучшаем благополучие. И для кого-то из вас может по карте королева Пентаклей, ведь это стабильность, это порядок, это та, которая из хаоса может создать как раз порядок, из какой-то даже новой обстановки создать уют, и то тоже такое может проигрываться. Поэтому в целом будете делать свою жизнь более комфортной для себя в плане благополучия, развития новых каких-то ваших идей или, может быть, укрепление вашего статуса на сегодняшний день. Тут тоже со знаком плюс. Увеличение дохода тоже получается осуществить, мои дорогие овны, словом какое-то дело. Что может помешать? Или чему сейчас не время? Горячность может помешать. Какая-то импульсивность. Королева жезлов, больше ваша энергетика. Как раз это солнечная, огненная. Есть какой-то импульс. Мы чем-то можем быть вдохновлены, безусловно. Или по этой карте нам еще хотят сказать: не предпринимай поспешных действий. И у вас выпадает где-то пара. Король мечей, королева мечей. У кого-то может проиграться как пара. Может быть, люди, которые наделены властью, но может быть контакт с такой семьей. И иногда и такое может быть. Или когда ваша семья будет контактировать с людьми тоже, как бы мы меняем окружение, вот в этом значении. И у кого-то проиграется как смена окружения, новые знакомые, может быть, круг новых друзей. Для кого-то проиграется перемещение, и я как будто обустраиваю как и свою жизнь заново, так и формирую близкий круг общения. Вот повторюсь, такое тоже может проиграться. Или решаю еще ряд вопросов, которые будут связаны с оформлением. И здесь поспешность, горячность нам точно не поможет. Поэтому где-то размеренно, умеренно, и не случайно королева Пентаклей выпадает. Здесь ведь по королеве Пентаклей есть какая-то структура, есть неспешность, есть своя территория, вот тоже в значении этой карты идет. И мы создаем свой сад мечты, но что-то мы делаем совершенно в других энергиях или по-другому, мои дорогие овны. Может быть, не так, как вы бы это сделали прежде, потому что ваша энергетика, ей как будто не время. Время просчету, время холодному рассудку, время взаимодействию с людьми, и взаимодействию может быть или с учетом какого-то порядка, как система иерархии или система закона. Давайте мы узнаем, что будет радовать или что будет помогать. Вот все то, что я говорила, действительно, у кого-то вопросы недвижимого имущества, у кого-то движимого, у кого-то ваша личная история, у кого-то контакты семейные, может быть, какие-то перспективы на будущее через изменение круга общения, через обустройство вашего дома, или все же десятка кубков, такая всеобъемлющая карта общего баланса, и не только эмоционального, когда нас поддерживают наши домочадцы или наши близкие, но есть еще и сбалансированность и в финансах, и дом, полная чаша, и какой-то проект у нас удается. Вообще успешный месяц октябрь. И, видимо, вы чувствуете где-то возможность сейчас что-то для себя сделать очень важное. И будет действительно важным для вас не упустить октябрь месяц, потому что какую-то, как, знаете, новую концепцию жизни или новое качество жизни можно заложить в октябре и уже увидеть какой-то результат. Но если мы не будем где-то поддаваться горячности, немножко, да даже немножко не вашей энергии, но, видимо, для вас это больше сейчас помогает. Тогда вот это десятку кубков, как карта, мы сказали, счастья, радости, где-то вдохновения, удовольствия от жизни определенно мы получим. Давайте мы с вами узнаем дела, работа, бизнес, как в целом будут складываться для вас в октябре. Даже нечего добавить, карта Солнца. Реализовать любой свой проект, остаться довольным тем, что получилось, какое-то дело. Или получилось, может быть, в бизнесе какой-то плюс, прорыв получить. Или запустить, добавить, может быть, как
в бизнесе филиалы или расширение вашей зоны влияния. Это может быть и личная жизнь по карте Солнца, но все же не терять в хорошем смысле холодность ума. Вам это будет помогать, может быть, не только в октябре, может быть, Овны, мои дорогие. Вообще вот такое, ну, несколько иное отношение к жизни или нахождение в других энергиях, когда мы отказываемся от какой-то поспешности, от какого-то импульса, как ни странно. Хотя лунные узлы, ведь это ваш как раз прогрессивный как бы узел или направление, но методы, они все равно предполагают, что нам всем не хватает где-то просчета и дипломатии. Но вот если вы добавите как раз эти две составляющие к решению любого вопроса, карта Солнца, исполнение желаний, вы как будто получаете свою полную реализацию. В колоде Таро две карты выбора правильного направления. Так вот, карта Солнца – это выбор направления на несколько месяцев, помимо того, что будет польщено наше эго. Так вот, видимо, на несколько месяцев, словно с октября, вы можете взять какой-то трамплин или какую-то удачную себе, знаете, такую узкий коридор проложить, может быть, 2024 год. Определенный плюс в чем-то у вас есть. Это здорово. Что по финансам? Аркан справедливости у кого-то действительно, и может быть споры проходят или выяснение, может быть отношений, которые вы можете завершить, кстати, медиаторством, сказала бы так, остаться довольным. Но в целом финансы нам говорят, и к финансам можно как и какой-то спор имущественный или вопросы, связанные с перемещением, или, может быть, вы меняете, я имею в виду, свое место проживания, что-то продаете, что-то покупаете, заключаете какие-то договоры, мои дорогие овны. Вот чего бы ни касался ваш вопрос, если он имеет какой-то финансовый подсмысл, подтекст, вы должны просчитать очень скрупулезно. У вас две карты, как пара выпадает, король мечей и королева мечей, и еще и справедливость. Не должно быть какой-то ошибки, понимаете? Вот тут просто детализировать какой-то нужно вопрос, узнать, правда, как это делать по закону, так, чтобы закон именно работал в отношении вас. И тогда у вас будет и десятка кубков, карта счастья, да, какой-то результат. И вы его словно сразу же закрепите на несколько месяцев вперед. Давайте мы узнаем, а что в личной жизни, карта сила, месяц больших возможностей. Как и в личной жизни для себя какой-то вопрос решить, и, наверное, у каждого по-своему, именно в сторону ваших желаний. Ведь это карта ресурсности в первую очередь. И у нас получается осуществить что-то. И я бы сказала, у вас по всем трем сферам жизни можно для себя создать хороший плюс. Решить какие-то как проблемы или окончательное направление, правда, выбрать, если до этого времени вы, ну, так вот немножко сомневались в чем-то. Здесь, как и проясняем вопрос, и не остается как будто белых пятен, и у нас достаточно будет сил осуществить любой проект, будь то это бизнес-проект, будь это удовлетворение собственных планов в плане получения новой должности или какого-то вашего личного продвижения, как и по финансам для собственного благополучия сделать что-то значимое на последующий период времени, так и в личной жизни развернуть вашу историю в том направлении, как вы хотите. И здесь у каждого немножко по-своему. Но что нам помогает? Правда, нет никакого импульса. По карте сила, энергия, как у мага. Это больше манипуляции. И мы как раз больше подавляем где-то свое эго, чтобы оно нам не мешало увидеть как и возможности, так и чем-то воспользоваться. И самое главное, быть дипломатом, мои дорогие овны. Вам просто на все, ну, наверное, 1000% какая-то дипломатия в октябре словно откроет зеленую улицу. И пространство словно вторично вам будет предлагать какие-то варианты, если вы больше настроены на диалог. Или на манипуляции какие-то. Ну что сделаешь? Либо манипулируем мы, либо манипулируют нами. Вот это надо принять во внимание. Поэтому если карты где-то, да и вообще без карт, надо сказать, для вас сейчас прогрессивный период, для себя сделать что-то очень важное на последующий такой вот длительный, продолжительный период, может быть год-два, и кто знает, может быть октябрь, начало какой-то новой точки отсчета для вас будет, когда вы себя потом, мои дорогие овны, за что-то
поблагодарите. Может быть, как раз и поблагодарите, что в какой-то момент вы не погорячились. Давайте совет от карт откроем. Карта умеренности. Еще раз нам где-то как про дипломатию, про умеренность, да, про гармонию в душе. Когда в отношениях царит тепло и взаимопонимание. Когда мы не разжигаем, если есть или был какой-то вопрос, где-то близок к конфликту, мы его наоборот гасим. Выходим из какой-то ситуации, словно посредством, может быть, манипуляций, сухими из воды, может быть, так. Или узнаем, как действует в нашем отношении закон, и тоже проигрываем, разворачиваем словно какое-либо дело в нашу сторону, чтобы закон нас как и защитил, и в нашу сторону сработал. Здесь бесконечное количество каких-то возможностей, и у вас ведь выпадает, посмотрите, 4 старших аркана, что-то очень значимое на пути к собственному солнцу. Но нужно сказать, что через какую-то умеренность, через эмоциональный баланс, дипломатию и гармонию путь к вашему счастью. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.